подмосковном городе Подольске был обнаружен 5-летний мальчик Маугли Витя Козловцев. Когда его нашли в квартире, он был абсолютно голым, ползал на четвереньках, скалил зубы и выл по-собачьи. Из интерьера в комнате был только коврик, на котором мальчик спал вместе с собакой. Собака его, кстати, и воспитывала. В голове вши, на пальцах ногти огромных размеров. В таких условиях его содержали мама и бабушка, которые в будущем были признаны вменяемыми и не понесли никакого наказания. Этот случай произошел в 2005 году. По счастливой случайности мальчика нашла приемная семья Лилит Гореловой. И вот уже 19 лет воспитывает его. Что с ним стало и как он изменился за эти годы, смотрите прямо сейчас в моем фильме. Саша, проверь, там надо проверить. Он уже проверил. Проверил. Возьми. Давай, бери это. Вот, молодец. Вот так, вот еще три. Вот, молодец. Теперь дай мне мою. О, молодец. Давай. Мой. Двумя ручками. Вот так. 3 рука в дружку. Нам врачи, наши психиатры уже в Москве, сказали, что вы абсолютно безумные вещи делаете. Потому что адаптационный период от 1,5 годика до 5 лет у него уже прошел. Он себя ассоциирует с собакой. Он вряд ли себя будет ассоциировать с человеком. А то, что у вас только приемных детей, и вы в такую семью вот такого ребенка вот приводите, да, вы травмируете, вы наносите психотравмы вашим всем детям. Он еще ночью лаял, выл, там звуки издавал какие-то, да, ночью, то есть, как. И, говорит, вы вот и без того ваших детей, которые прошли вот такую сложную судьбу, вы хотите еще их дополнительно травмировать. То есть вас останавливали от этого шага? Чтобы вы забрали. Просто сказали, что вы глупцы, что вы его не восстановите. Была такая история. Медсестра неожиданно обнаруживает карту. Значит, медицинскую карту, по которой не обращались уже 5 лет. Она удивляется, думает, что ребенка перевели в какой-нибудь другой район, забыли карту, идет по адресу. Ей не открывают, но она слышит подозрительные звуки, не то человеческие, не то собачьи, какие-то звуки. Она в таком немножко озабоченном состоянии возвращается домой и думает, что дальше будет делать. Проходит какое-то время, она еще раз туда приходит, то же самое. А на 3-й раз она берет, значит, участкового, органов опеки, КДН, ПДН, и они приходят и взламывают дверь. А когда они взламывают дверь, представитель органов опеки, которая видавшая виды женщина такая, да, она падает в обморок. Падает в обморок из-за того, что выбегает собака. За собакой выбегает ребенок на четвереньках. У него копна волос, у него огромные ногти и живности везде. Вот такое что-то. То есть одна комната была, там мама и бабушка жила. Во второй комнате ребенок, собака, на коврике спит. Рядом с собакой, у него нету ни постели, перед ними такая, лоханка, они кушают из одной миски. Да, это как фильм ужасов. А как тебя нашли? Кто тебя вот обнаружил? Кто обнаружил, что ты живешь в квартире с собакой на коврике там на каком-то, да? Это мама Венера обнаружила. Да. Так. Ну, а ты что-то помнишь про себя? Тебе было страшно, вот, когда ты с собакой оставался, или не было? Не было страшно. Тебе не было страшно. А что ты ел? Что я ел? Да. Кашу. А кто тебе эту кашу варил? Мама Венера. Маму так звали, да? Да. Угу. То есть она вас с собакой кормила кашей? Да. Она вас оставляла дома вдвоем? Дома вдвоем. И ты целый день был один с ней? Один. То есть, по сути, до 5 лет ты так прожил? Да. Да? С Линдой? Да. Угу. Скажи, а ты мог ходить?
Да, Или ты сидел, или ползал? Что ты помнишь? я не помню. Не помнишь, да? Ну, а вот когда тебя, ты помнишь, когда тебя забрали в семью? Лилит и Александр. И я у них жил 2 года, Мгм. а потом я сюда приехал. Так, а расскажи, что изменилось, вот ты когда приехал к Лилит? Что они за люди? Это Лилит и Александр. Вот. опекун. Опекуны твои? Да. Мгм. Как они тебе помогали, скажи, учиться? Учиться, ходить, развиваться. Я помню, Да, это вот было что? январь, январь-зима. Мы поехали за ним, значит, заходим в больницу, садимся, ждем. Значит, его смотрим, ведут за руки вот так как-то, он так передвигается на ногах. Мы зашли в палату к ним. Вот, передвигается так, и завели его в комнату, и он, когда вот увидел много народу, вот этот ребенок, да, он прям упал на четвереньки и прям залез под стол. Мгм. И вот так оттуда вот смотрел. Вот это вот первая вот такая встреча была. Мгм. Потом Лилит такая, ой, Витюшка, Витюшка, раз полезла за ним, вытаскивает его. Витюшка, раз его на коленочки посадила так. А он Витюш- нормально, да? То есть он пошел на руки? Ну, он не смотрел людям в глаза. Он до сих пор, когда Да. даже улыбается, он Да, вот так не вокруг смотрит. да около Не смотрит, да? смотрит, да. Он вот так вообще в сторону смотрел, как будто и испуганный кутенок такой, знаете, вот собачка или волчонок, которого вот из норки вытащили. Вот. И когда я его вот так вот поставила, он упал и опять начал на четвереньках ползать. То есть как будто он не стоял на 2 ногах. Он привык, вот, и здесь были натоптыши такие на руках у него. И потом мы взяли кучу всяких интересных штучек с собой. Там мячик, и фломастеры, я не знаю, хотели все его что как-то угодно, включить. да, красный, машинку и все. И я попыталась как-то привлечь его внимание всякими вещами. Машинку там покатала, еще что-то сделала, 0 внимания. Вот. Но самое удивительное, что ему тогда было 5 лет, но выглядел он как будто ему 2,5 года, а голова 5-летняя. То есть, да, голова большая, а тело маленькое. Вот. Он не вырывался во всяком вырывался. случае. Да, он вот пассивно смотрел по сторонам, глазками туда-сюда, но не на меня. Вот. Потом мы, когда вот эта наша, так сказать, встреча закончилась, и сказали, ну положите на место, сестры, да, мы его взяли, и кроваточка была с решеточками, как для малышей, бывает такая. Мы его туда положили, он калачиком свернулся, и все. Как собачка, да? Да, вот он не ровненько лег, а вот так вот. Так, это было первое знакомство с ним, да? Смотрите, когда, да, вот это произошло все, ну, и все такие ждут, а что, что дальше-то? Ну да. Ну, а Лид говорит, ну все, мы забираем его. Что ты делал? Спортом занимался? Да. Я в школе учился, потом в колледже. А школу ты сколько классов закончил? 2 класса, 9 и 8 бы, и 9 потом. А потом в колледже. А в колледже ты на кого выучился? На портного и на садовника. А как садовник, что ты делаешь по дому? Это я по дому помогаю там. А недавно кто мы сажали? Вот. Туи. Туи посадили, да? Да, Так еще сегодня будем сажать. да. Сколько у вас коров? Соня, Маня и Феня. Ага. Зоря. Ну пойдем, сейчас покажешь нам. Вот все-таки, ребят, скажите, какая бы судьба его ждала, если бы вы его не забрали? Ну, вы знаете, это только Господь знает, да, что мы можем предполагать. Но если, как нам сказали, что его бы отправили в психиатрическую больницу, вот он бы и лежал. И там бы он и прожил. Да. Потому что когда мы его уже взяли и решили обследовать,
то нам врачи, наши психиатры уже в Москве сказали, что вы абсолютно безумные вещи делаете. Потому что адаптационный период от 1,5 годика до 5 лет у него уже прошел. Он себя ассоциирует с собакой. Он вряд ли себя будет ассоциировать с человеком. А то, что у вас только приемных детей, и вы в такую семью вот такого ребенка вот приводите, да, вы травмируете, вы наносите психотравмы вашим всем детям. Он еще ночью лаял, выл, там звуки издавал какие-то, да, ночью, то есть, как. И, говорит, вы вот и без того ваших детей, которые прошли вот такую сложную судьбу, вы хотите еще их дополнительно травмировать. То есть вас останавливали от этого шага? Чтобы вы забрали. Просто сказали, что вы глупцы, что вы его не восстановите. Вот так. Да. Поддержали в нужный момент. Не, врачи сказали свой вердикт, свой эпикриз поставили. Эпикриз. Синдром Маугли, он звучит так, значит, синдром Маугли и псевдоаутизм, приобретенный аутизм. Что ты умеешь делать, вот как портной? Пояса шить. Еще что? Есть у тебя какие-то изделия, ведь? Полотенца. А чем тебе все-таки больше нравится заниматься? Садовничьей работой или шить? Садовника. А вот интересно, кстати, вот вы же сказали, что у него были мама, папа, бабушка. Где эти люди? И вообще они понесли какое-то наказание за то, что вот это все произошло? Возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения на маму. Потом все время вот это все оттягивалось, перекладывалось. Мама к нам приехала. Она сказала, что у него был абсолютно нормальный ребенок, а когда его взяли в больницу, из него-то сделали такого. Вот как. А это вообще нормальная женщина? То есть она вела какой образ жизни? Вы знаете, если бы сказать, что она вот такая прям алкоголиком, так не говорили. Она работала на заводе уборщицей. То есть она где-то работала, что-то делала. Да. Но после того, как они развелись с отцом, она ребенок как будто ей не нужен был, она бросила. Но там же еще была бабушка. Бабушка тоже была могла инвалид. А мама, вот после того, как произошла вся эта история, и вы его забрали, она никак не интересовалась жизнью ребенка? Нет, она приходила. Она приходила. Я у нее спрашивала что-то. Она вот так как стол такой садилась, смотрела на него, конфеты могла принести какие-то и уходила. Но Витя начинал нервничать. А однажды она пришла с какой-то женщиной, и Витя совсем начал нервничать, он начал убегать от них. Я не знаю, что это было, что это за женщина была. И мы уже сказали, не приходите. Потому сколько ей лет было? Сколько лет? Она была моложе меня намного, да. Молодая женщина. Молодая, полненькая такая женщина. Но когда мы увидели, что Витя... Вот я так предполагаю, что у него воспоминания, это все начали возвращаться. Да. Но мы сказали, не надо приходить больше. И органы опеки сказали, не надо, вы его адаптируете, она приходит, и у него психотравма. То есть воспоминания. А он один ребенок в семье? Да. Отец приходил. И отец приходил? Да. Мы говорим, Андрей, скажите, пожалуйста, а как это вы в одном доме живете, и ваш ребенок 5 лет не гуляет? Да, кстати, не было водопровода в этом доме. А стекла были занавешены черной какой-то шторкой, чтобы, видимо, никто не знал или что-то такое. Да. Я говорю, говорит, она дралась, она на меня набрасывалась, а он алименты платил ей и так далее. Жена дралась? Да. Я не хотела, говорит, с ней связываться. Какая хорошая позиция, правда? Сейчас ни мамы, ни папы нету, поэтому уже что говорить. Вить, расскажи мне о своих братьях и сестрах. Сколько их? Назови мне их по именам. Дима, Лёша, Артур, Амина, Тахмина, Антон, Артур, Дима, Саша и Лилит. Друзей много? Саша, Миша, Аркадий, Саша, Сурен, Сергей, Андрей и Федя. Какой ты богатый человек. У тебя столько братьев, сестер и столько же друзей. А друг это кто, Вить?
Это что за человек? Тот, который руку всегда протянет помощь, или с которым интересно? Что? Расскажи. Которым интересно. Угу. Они тебя поддерживают, друзья, в твоих каких-то начинаниях? Поддерживают. Угу. А кого ты больше всех любишь на свете, ведь? Всех люблю. Забрали Витю, и началась адаптация. Вот, ну, собственно, забрали, сделали прекрасное дело, да, то есть ребенок в семье. И я думаю, что здесь вам есть что рассказать, что происходило. Ну, так как аналогов таких не было, нам Да. не с кем было посоветоваться. Мы просто решили, что бы он ни делал, мы не будем ни удивляться, ни реагировать. Мы сами должны сделать так, как будто он нормальный ребенок, ведет себя хорошо. Да. Да. То есть Принимайте его любым. таким, какой он есть. Да. И потихонечку, ну, он вообще мог... Что он умел? Вот Ничего не умел. В туалет ходить? Нет, Нет. когда мы памперсы одевали, он брал их, вот выдергивал и выкидывал. То есть это было для него что-то непонятное, вот такое. То есть он ходил в туалет там, где шел. Он еще Там, их где- раскидывал, как собачка. То есть вот так мог руками выбрасывать куда-то. Так, а как все реагировали? Ну, Как вы плохо, на это? конечно. Ну да, как на Первый это Говорили, можно? нельзя. А, кстати, когда, ну, как собачки говорят, Собачки, да, нельзя, да. но когда мы вот руку поднимали случайно, вот, ну, случайно рядом с ним или как, он так съеживался, вот так резко. Маленький. Да, и мы поняли, что, возможно, что его кто-то Били. бил. Да. Мгм. Но потихонечку он начал выдавать интересные слова. А он ел? Ну вот на тот момент мог? Как он ел? Вот когда он первый раз поел, Саша прослезился. Он, значит, у него мы поставили гречку и чай перед ним. Во-первых, он Котлеты котлеты, да, он руками не ел. Не руками, а Языком. приборами. Ну, били. С приборами он не знал, что такое прибор. Вкусно ведь? Хватит облизывать, давай кушай. Но когда он был в больнице, его чуть-чуть научили. Он там был неделю. Ну да. Он вот так взял ложку и затаскивал вот так все в рот. Вот так вот. Языком. Языком и вот так затаскивал в рот. Это у него прошло за 1,5 минуты. То есть он... Быстро, да? я Быстро. поняла, что они соревновались, видимо, собака, кто Собака. быстрее съест. И потом горячий чай выпил тоже за полсекунды. Глаза вот такие у него стали на выкате, да, и мы так испугались, мы сказали, все, заворот кишков, надо скоро вызывать. Мгм. Ну, Саша говорит, подожди, если он так всегда ел, вряд ли сейчас что-то будет происходить. Если он заплачет, да, животик заболит, да, тогда вызовем. И вот это было вот так. И долго-долго он никак не мог вот забыть, что он должен... Он вот приборами, рукой или что-нибудь он вот так затаскивал и языком поднимал. Да, вот. вам же было тяжело, как вы сами. Ну, вам нужно было перестроиться, подстроиться под этого ребенка. Простите, если ребенок там ходит где попало, раскидывает. Ну, это потихонечку всё. он привык к памперсам. Потом мы ему объясняли, что ой, бежим в туалетик. Да. Потом он привык к водичке. Очень плохо было с его спиной, потому что нам пришлось... Да, он же был корсет. получается, что он на 4 ногах, Да. да? То есть, Мы купили ему корсет, он долго ходил в этом корсете. Очень плохо было с моторикой, не было никакой моторики, пальцы вот такие вот, потому что он как лапки их использовал. Мы купили мозаику разноцветную и заставляли его вот брать эти маленькие мозаики. Потом красные, зеленые, вот так вот все это. Ну, первое время мы, конечно, не хотели снимать, потому что это и страшное было зрелище такое. Когда ты наблюдаешь за таким ребенком, ты же понимаешь, что этот процесс растянется на долгие годы обучения, да? То есть вот
вы для себя какую цель ставили? Или никакой? Просто вот за ним ухаживали? Спасти ребенка просто. Да, ну и все, что возможно сделать. Ну, первое общественное место, куда он пошел, это была воскресная школа. Да, вот так. Да, мы всех предупредили, что у нас такой ребенок. И они все согласились, учителя воскресной школы, дети, не знаю, как они среагировали, но он приходил на воскресную школу, опять забивался под стул и сидел там всю воскресную школу. Он боялся большого количества людей. Потом потихонечку он переползал на стул. Ему маленький стульчик принесли, он садился какое-то время, потом спускался. Потом еще больше, потом нормальный стул, потом стул был подальше от детей, потом поближе от детей, еще ближе от детей. И в итоге он, в общем, с радостью убежал в воскресную школу. Витя, а чем вы в семье занимаетесь? Ну, всей семьей. Что вы делаете? В кино ходим. Так. Путешествуете? Да. А куда вы ездили? Помнишь? В Египет, в Абхазию, в Дубай. Ух ты. Где тебе больше всего понравилось? В Дубае. Как-то интеллектуально его можно было развивать? Или все-таки вот из-за того, что было потеряно, упущено очень много времени важного, уже сложно? Ну, вообще все, что сейчас произошло с ним, это уже чудо. Потому что мы его отдали в коррекционную школу на Бехтерева. И он ходил, и все, что возможно было. Там специалисты хорошие очень были. Они его поднимали, как могли. Потом мы переехали на Тимирязевскую. Там тоже он ходил, тоже в коррекционную школу. То есть он ни разу не было ни одного года или времени, чтобы он просто сидел дома и никуда не ходил. То есть он постоянно все время чем-то занимался. Да? Александр, вот скажите, вы как мужчина, какой у вас, был ли с ним какой-то контакт сложился? Ну, как я-то к нему как к обычному ребенку там старался его там везде подсказать, помочь, что-то вот так. Ну, реагирует, видите, когда так улыбается всегда, такой добродушный, всегда что-то у него, он в своем каком-то мире живет, да, он что-то там начинает говорить, вот, как бы вот так вот. Ребята, какие-то чувства вот у вас стали в какой-то момент возникать? Потому что я понимаю, что сначала, естественно, никаких чувств не может, речи быть и не могло. Наоборот, вначале была такая вот жалость, да, и какие-то бедный, несчастный ребенок, что можно с ним сделать? То есть думали, с Сашей обсуждали, а может так, а может так, а может что-то Самое еще. сложное было полгода, вот, до того, как мы поехали летом на море в Абхазию. Вот. Вот после Абхазии, мне кажется, там прям перелом. А что там произошло в Абхазии? А там было море. Было море. А он же боялся воды, вы говорите? Очень боялся воды. Он кричал, когда мы его первый раз подвели к морю купаться, он начал кричать. На весь пляж такой крик. Все такие люди оборачиваются и думают, что с ребенком делают вообще. А мы его пытаемся, он боится прям воды. Все там купаются, дети радуются, а он боится. Ну вот мы его первый день там по колено как-то завели, он орал. Все и мы брызгали сначала. Да, а потом второй день, он уже побольше, он боятся. Третий. На пятый день, на шестой уже его оттуда не вытащить. Он такой в воде сидит, такой радуется. То есть, вот здесь вот произошел перелом вообще, как бы вот. Вообще. Какое-то осознание, да, что-то такое включилось. И он прям радость у него такая. Да, и он прям... знаете, первые полгода он, знаете, вот такая у него была, наверное, с годами у него вот это выработалось. Он ложился на диванчику так калачиком. Все там играют, а ему все равно. Он лежит калачиком вот так вот. Вообще не реагирует. Витя, давай машинки купим. Машинки купили, игрушки там. Витюшка, давай вот это. Лежит вот так вот и все. Не реагирует ни на что. Вот лежит и все калачиком на диване. Мы вот первые полгода, конечно, было... то есть его из этого состояния нужно было как-то, да? Но мы поняли, что если очень много его дергать, еще хуже будет. Да. Поэтому мы его оставляли в покое. Иногда к нему обращались. Как видели, что он сам какие-то поползновения делает, тогда говорили, ой, молодец какой, ух ты, какой молодец. Ну, он так, что-то я сделала. Что-то сделал хорошо. Когда начались подвижки? Вот когда вы почувствовали, что ребенок начал потихонечку развиваться? Когда уже в школу пошел? Вот когда он в воскресную школу пошел, когда он в школу пошел,
и уже когда он самостоятельно начал ездить в колледж. О, то есть он самостоятельно, Да, самостоятельно ездил. То есть не вывозили? его? Нет. Ух. А как он передвигался? Ну, Это ж- мы На метро. на метро. Вы что? Он знает Реально наизусть все А, станции кстати, метро. У него Если он не память забыл, идеальная. конечно. Вот это да. Все ветки какого цвета. Как, И вы не как боялись он его называет? отпускать? Нет, мы не один просто раз, отпускаем. один раз, смотрите, мы поехали в церковь, как всегда, в воскресенье, приехали в воскресную школу, отдали, все нормально, там под присмотром, выходим, значит, собрание там, где Витюшка? Витюшки нету. Где Витюшка? Все обыскали, облазили, нету Витюшки, мы в шоке. Значит, что делать-то? Нету Витюшки. Поехали, значит, ну, что делать? Поехали домой. Приезжаем домой, он там возле квартиры сидит. Представляете, я говорю, давай в розыск подаем. Ну Он да, говорит, да, давай в розыск подаем. Говорит, давай доедем до дома и в наше отделение подадим. Мгм. Я говорю, нет, надо давай, что отделение, откуда мы едем. В общем, мы там пока это Мы все же план смотрели. продумали. Ага. Приходим, а он там стоит. А как, Витюшек, ты что? Как он А он проехал? такой, ай-яй-яй-яй. а как он добрался до дома? Он, видать, изучил, как вот... Это сколько ему было тогда лет? Ему было 7, наверное. 6 или 7? Нет, 7? ты что, 12 где-то? А, уже да-да-да, это уже да. Где-то 12, да. Но Да, все равно да, в да, да, 12 да. лет Где-то в 12. его состоянии... То есть до этого он не ездил У самостоятельно? него очень хорошая Самостоятельно, зрительная ну, маленький когда Нет, его. память. Он все помнил. Вот если много раз одно и то же Да. вот получается, да, он все Не запоминает. знаю. Как он учился в коррекционной школе? Хорошо. Хорошо учился, да. Ну, никто не жаловался. Он был очень послушным, все делал, что ему говорят. Скажите, чему он научился вот за все время жизни в семье? Вот какие самые такие основные навыки? Ну, во-первых, навык самообслуживания. Ну, это важно. Да, он свои вещи складывает аккуратнее, чем любой наш ребенок. Так. Так вот, мне кажется, что это связано с аутическим таким, Мгм, что все мгм. должно быть аккуратно, на месте. У него есть какой-то календарь. Если его тронешь, если он вот так стоит, он нет, он должен вот так стоять. Ага. Вот такие вот вещи, да, у него Мгм. есть. Дальше он посуду моет, он уборку делает хорошо, он радуется жизни, он молоко носит, он у нас в постановках постоянно играл. Ой, что это? Наверное, от чужого стада отбилась овечка. Надо ей помочь. Нет, я думаю, это злоковатные нити. Ай! Ты что, забыла? Он повсюду. Вить, мне мама рассказывала, что ты участвуешь в спектаклях, и у тебя всегда есть роль. Вот расскажи, в каких спектаклях ты участвовала, и какая тебе была выдана роль? Пастуха, Играешь пастуха. да. А что за спектакль? О чем он? Это о Рождестве. Мгм. Так, и что ты должен сделать? Пойти и поклониться. Так. И скажи, как зрители воспринимают твой выход? Нормально. Аплодируют? Да. А тебе самому нравится участвовать в таких постановках? Да, нравится. Интересно? Интересно. Мгм. Ты никогда не отказывался, не говорил, нет, я не хочу в этом участвовать? Нет. Нет? С удовольствием идешь Да. играть? Да. Молодец. Ну, Прям ребят, попал. неужели не было раздражения какого-то Ну, вот этого? в начале, конечно, Ну, было тяжело. честно говоря, раздражение Ну, было не было, только а как? с туалетом. Вот. С туалетом, да? Ну да. То есть- То есть он, знаете, еще что у него было такое удивительное, когда ему что-то не нравилось, Мгм. он не мог это сказать, не говорил, что ему что-то да. не нравится. Да. Он шел к этому человеку в постель, какал. Вот так. У нас 4 вьетнамских детей, да, было. И Кам, он его водил в школу и возвращал. Ему не нравилось, как Кам говорит, Витя, быстрее иди, Витя, быстрее, Да, мы то есть он его опаздываем. Да. давил на Он него. несколько... Кам открывает свою постель, а там открыто, наделано и закрыто. Вот так. Ну надо же. Вот такие вот
курьезные, смешные и трагичные истории, да. Не унывай, веселись и восклицай, Иисус мой царь. Так, еще. Как вы знаете? Как мне понять твою любовь? Она прощает вновь и вновь. Она не помнит даже, она прощает навсегда. Она не помнит даже зла, да? Да, Она прощает. навсегда. Ребят, я думаю, что все, конечно, очень удивятся, когда узнают, сколько детей вы подняли на ноги. У вас статус приемной семьи? Да. Статус приемной семьи, да? А Витя был под опекой. Ну, у нас приемные дети тоже под опекой. Все под опекой. Не усыновленные. Ну, все Нет, не усыновленные дети. Он под опекой, да? Сколько детей? 31 приемных детей у нас и 6 кровных. 6 кровных. Да, ребята, ну вы, конечно, герои. Вы, конечно, герои. Вы знаете, 30. это не так, вот, что вот люди представляют, ох, 31 приемных. Да. Это То есть у вас они в процессе. да. Одни приходят, другие... Сначала были беспризорники, потом закончились на улицах беспризорники. Мы начали брать детей из детского дома, вот так И вот. потом мы маленьких же не брали. Мы брали подростков. То есть вы ну, брали уже сложных детей, сложных да. детей брали. Это же, со сложными детьми работать сложнее. Да. Да, это... Это такое терпение. Я не нужно знаю, почему иметь. у меня такой в голове был казус или установка, или что-то такое. Но я понимаю, что нормальных детей везде возьмут, примут, детские дома есть, еще что-то. И мы вот почему-то брали вот таких сложных детей. Потом, конечно, в один период нашей жизни мы так легли и начали смотреть в потолок безмолвно оба. Почему? Ну, потому что такой был период, что у нас был ребенок с психиатрической больницы, ребенок наркоман, наркодилер, который куда-то все время бегал, девочка анорексичка и мальчик, который суицидник. И все это было очень сложно. И мы поняли, что вот, конечно, мы всегда верили, что Господь нам поможет, мы все пройдем. И кто-то убегает, и ты за ним бежишь и приходишь куда-то. Да. Когда, например, сидишь дома, ребенок ушел, сидишь и думаешь, что ж такое, где же... Вернется или нет? Придет, И потом звонок такой. А это ваш ребенок, фамилию называет? Да. Он в Питере, приезжайте за ним. То есть, такие моменты были. Вот такие были, да, тоже. Это могут пережить только, я не знаю, очень такие спокойные и уравновешенные люди, как вы. Потому что все это принять... Я спокойно уравновешена. Нет, Абсолютно нет. Нет, да? Я очень эмоциональная женщина, так сказать, очень. Вот он спокойно уравновешен. Ребят, Лилит, Александр, я так понимаю, Витя живет здесь, в этом доме. Да, вот в этом доме. Вот в этом доме, да? Витя, уютно? Хорошо? Нормально. Нормально? Тебе все нравится? Да, Ты сейчас нам покажешь, где ты работаешь? да. Где твое рабочее место? Далеко от дома? Хлеб это. Все, идем в хлев тогда. Пойдем. Покажешь нам, где хлев. Скажи, тяжело работать, ведь? Мне нормально работать. Во сколько у тебя рабочий день начинается? Начинается после молитвы. Так, и что ты делаешь утром, вот когда вы помолились, и ты пошел что делать? Убираться. Угу. Что ты убираешь? Большую комнату, кухню убираю. Угу. Черепахи. У тебя что за черепахи? У меня черепахи водяные. Ага, покажешь? Да, Большие? большие. Ух ты, молодец. А потом ты идешь в хлев. Я вечером иду в хлеб за молоком. Угу. Только вечером. Вечером ходишь, да? Подходим мы к коровнику. Сейчас увидим, где Витя работает. А это у нас электропастух вот это. Кто? Вот это электропастух. Электропастух. Да. Удобно. Здорово.
Так. Как у вас тут? Хорошо. 4 коровы, да? А они где сейчас? А, они гуляют? Вон они на поле. Это что такое для коров? Это поилки? Это поилки. Угу. Кормушки. Кормушки, да? Да. Так. Что у вас тут еще? Что, Александр, что еще? Тут доильный аппарат есть. Есть, да. Да, кроликов Видите, покажите, Вот конечно. кролики у нас. Ой, какие красивые! Такие белые, классные. Кушают они все. Какие они толстенькие, вы такие красивенькие, красивенькие какие. Что они едят, Вить? Они Чем ты кормишь их? гранулы. Гранулы, да? Да. Комбикорм, Комбикорм. да? А живой корм не даете? Какую-нибудь морковку там? Даем. Даете, да? Да. А как ты их кормишь? Их доставать надо или просто там открываешь им и даешь? Их сюда кормят. Хорошо. Вить, ну что ты скажи, что ты нам еще покажешь? Я поняла. За кроликами ухаживаешь, здесь помогаешь. Куда? Давай. Кто там в комнате? Перепелки. Ой, какие хорошенькие, маленькие какие. Вить, а за ними как ухаживаешь? Какой уход? Давай рассказывай. Убраться у них там все почистить. Угу. Ну ты Водичку налить. Водичку налить. Что еще? Корм еще. Ребят, ну у вас, кроме того, что вы воспитали столько детей, сейчас, я так понимаю, у вас еще есть как бы вот этот социальный центр, где вы помогаете взрослым людям, да? Бездомным, да. Бездомным людям. Сколько сейчас людей под вашей опекой? Кому вы помогаете? Вот об этом Это не расскажите. опека, Ну да, это что? центр социализации, реабилитации Ага. и ресоциализации. Что это включает Что это в себя, означает? То есть это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Это люди без дома. У нас есть своя продукция. Эта продукция едет в церковь, прихожане его покупают, мы как-то это окупается, как хоть чуть-чуть, да, как-то вот это все, что мы делаем. Ну и мы очень стараемся, чтобы люди, они что-то делали. Ну это самое Да, главное. потому что... Ну, то есть у нас есть хлев, у нас коровы, 4 коровы, у нас есть куры, кролики, перепелки. У нас есть земля, достаточно нормальная земля. Там, значит, и картошку сажаем, у нас 4 теплицы. Вот. И самое главное, вот у нас такая есть акция летом. Мы собираем бездомных в городе, да, и везем их, вывозим их в лагерь, палаточный лагерь. То есть у нас есть возможность, мы поставили такой большой шатер, да, и сделали такие навесы. Под навесы ставим палатки, и вот неделю они у нас здесь живут на природе, и они, то есть, отходят вот от этой всей суеты московской, от этой всей вот безнадёги. Приезжают сюда священнослужители, они говорят, что друзья, вот Бог же не так сотворил человека, что он вас не знает и забыл. Знает каждого, любит каждого. То есть вам нужно тоже сделать шаг навстречу. Да? И вот если человек верит, начинает какие-то подвижки в эту сторону, у него все получается. Вот у нас сейчас после лагеря вот этого осталось четверо людей. И сейчас у нас 10 человек живет в доме, которые ушли с улицы. Вот. Но они здесь чем-то, они при деле, да? То есть они, получается, кто-то чем-то занимается, кто-то там... Да, вот, вы знаете, увидеть, там человек, если на 2 костылях, да, он помогает там картошку чистить. Да. Если у кого-то спина болит, он делает посильную работу. То есть у каждого есть своя зона ответственности делает. А вот те ребята, которые реально заняты чем-то серьезным, они получают от выручки какую-то зарплату. То есть мы стараемся как-то это... Конечно, для нас был большим примером Емельян Сосинский, это наш православный друг. Он начал свои дома трудолюбия по принципу Иоанна Кронштадтского.
Если кто-то знает, то это в Питере жил такой Да. святой Иоанн Кронштадтский. Он собирал таких же людей, давал им профессию, они меняли свою жизнь. Сегодня Изменить очень жизнь многие человека, да? используют. Да. Изменить жизнь. А действительно меняется. То есть вот у вас же такой опыт большой. Люди обретают нового себя. Знаете, Вот как вы же видите, человек вот, в процессе жизни за ним. я не хочу быть религиозной прям, Мгм, да, но да. я могу вам сказать, что если человек заменяет вот эту свою зависимость чем-то большим, лучшим, важным, Мгм. то он начинает идти в этом направлении. Если он перестал пить, курить, но он об этом все время думает, он рано или поздно, он все равно пойдет и найдет причину, скажет, что мне нужна больница, восстановить документы, помочь ближнему, еще что-то, вот все что угодно скажет, чтобы уйти. Прийти в себя, очухаться и уйти, вот так сказать. А если он заменяет это другими моральными принципами, если он заменяет это чтением священного писания, если он вникает в себя и в учение, как написано, да, то он потихонечку преображается. И это преображение должно быть не внешне. Мы любого бездомного можем одеть, обогреть, в королевские одежды одеть, но он королем не станет, потому что внутри у него что-то другое, да, вот тяга к чему-то другому. Но я так понимаю, что и Витя сейчас живет с этими людьми, он влился в коллектив и вместе работает, он же уже взрослый тоже парень, да? То есть насколько он вот здесь на своем месте, как вы считаете? Он душа этого места, ну реально. Все его просто любят. его любят. все. Да, мы это То есть видим, он, потому что... на самом деле светлячок. люди просто приходят и говорят, вот, сразу все с ним дружат. Да, кроме того, я вам хочу сказать, что Витя, у него привилегированное здесь положение. То есть, когда мы приезжаем с детьми, он себя чувствует в своей семье тоже. Когда мы с Сашей неделю, 3 дня приезжаем, он понимает, что его родители приехали. Да? Когда вот ребята на лето сюда приезжают, он всех знает, он с нами дружит, играет, веселится. И поэтому для него это очень чудесный выход, потому что в городе он закончил 2 колледжа, и больше ему ничего как бы не светит в Москве. Он очень радуется, что он может с животными что делать, молоко приносить, уносить. То есть он чувствует свою значимость. Ребят, я так понимаю, что за вот этим большим столом собрались все члены вашего социального центра. Итак, а сколько у вас всего человек проживает вместе? Хорошо. Да не так важно. Сколько всего у вас? 10 человек. А кто откуда, ребят? Скажите, вы из какого города? С Москвы. Из Москвы. Наталья? вы? Москва, Химки Ховрина, Игонина Наталья, воспитательница. Так. Всю Москву воспитала. Вспомните детишки про бабушку Наташу. А где вы работали, Наталья? Все детские сады в Москве. Так Что в жизни получилось, отметил день рождения, Новый год и пошла пешком, не было ни транспорта, ни денег, ничего. Я пешком очень долго шла, отметила день рождения, Новый год, и 3 раза упала в сугроб и отморозила пальцы. А потом побежала на утро, увидела пальцы синие в травмпункт, и мне уже запугались, сказали, может гангрена быть. Я потеряла жилье из-за того, что в такой ситуации оказалось, что сейчас надо все восстанавливать, а мне здесь помогают, предложили остаться, и уже восстановили документы. То есть вас поддерживают? Поддерживают. Ребят, вы чем занимаетесь? Скажите, вы работаете вообще? Вы здесь работаете по хозяйству, помогаете что-то? Да, конечно, Кто своих силах. Никто не заставляет, никто не самое. Так вот у нас Миша здесь старший, он что дает так, по своим силам. Если есть силы, есть возможность. Да. Очень хороший дом. Короче, я таких людей редко. Я никогда не встречал вообще. Я так понимаю, что вы все оказались в какой-то трудной жизненной ситуации. Я бомж, у меня ничего нету, я алкоголик, жил на улице, мне дали адрес, церковь, это Благая Весть. И вот Лилиту и Сашу, я их нашел с первого дня, не сразу, не отказали, ни слова не сказали, сразу привели меня сюда, и дай Бог день, очень просто.
Ребят, ну спасибо большое вам. Вы делаете, ну, правда, такое Божье дело большое. И мне кажется, что вы просто действительно даете этим людям шанс на жизнь, шанс на то, чтобы они могли измениться. Самое главное. То есть вы просто им даете все возможности, ну а там уже они сами должны выбрать. Поэтому дай Бог вам долгих лет жизни. Ну, вы знаете, я еще хочу сказать, что не только мы. Да. Если бы нас не окружали наши верные дети, люди, которые с нами разделяют наше видение, наши мечты, наши желания и так далее, то мы бы вдвоем ничего не сделали. Поэтому мы очень благодарны всем, кто нам помогает, потому что мы вместе только сила.